Раньше SEO-оптимизация воспринималась как такой процесс, который требует тщательных подготовок, обучения, покупки специализированных сервисов. Сегодня, в 2025 году, для этих вещей не нужно огромный список всего, что я перечислил. Да, есть вещи, которые нужны, и об этих вещах мы, конечно же, будем настаивать и говорить. Они существуют, инструменты для SEOшки никуда не пропадают. Но сегодня мы разберемся, как простым кустарным способом при помощи чата GPT либо аналогичных платформ сделать SEO-оптимизацию своего ресурса и разобраться в основных проблемах и дать нужные технические задания тому же разработчику, контент-мейкеру, чтобы оптимизировать свой небольшой, допустим, сайт, либо найти ключевые ошибки, которые мешают продвигаться вашему большому проекту. Иногда не нужно платить за дорогие консультации, нанимать SEO-специалистов для проведения масштабных аудитов. Иногда некоторые вещи можно найти просто самостоятельно. В этом видео я постараюсь закрыть проблему, как быстро сделать базовую оптимизацию своего сайта, найти ключевые ошибки в своем проекте. Поэтому будет такой топ 5 или 10 самых лучших GPT приемов и лайфхаков, как сделать аудит своего сайта. Поехали! На простейшем примере у нас есть наша группа, ссылочка находится в описании этого видео, в которой нам разные подписчики, гости нашей группы и, в принципе, друзья нашего канала, нашего проекта, пишут разные сообщения и задают вопросы, на которые мы помогаем. И один из вопросов был буквально задан недавно: помочь с интернет-магазином. Я на примере этого интернет-магазина и как раз расскажу, как делать базовые вещи и как провести быстрый аудит, просто не напрягаясь. Поэтому поехали и будем потихонечку учиться. Первое, что мы будем смотреть на сайте, это главная страница. Для главной страницы нужно сделать базовый on-page анализ. Для этого вы увидите, легкая магия начинается. У меня есть огромное количество расширений, которыми я лично пользуюсь. Все они здесь как раз нужны для разных задач. Ссылочки на свои расширения я тоже оставлю в описании. Первое расширение, которым я пользуюсь, это, конечно же, наше расширение Unmiss. Мы его создали специально для себя, как раз для того, чтобы смотреть базовую SEO-шку. И при помощи него можно посмотреть, какой у вас тайтл, какой у вас description, насколько он качественный, насколько он хорошо прописан. И самое главное, как примерно ваш сниппет главной страницы выглядит. Он визуализирует его и подсвечивает, какие ошибки у вас есть, что у вас прописано, что не прописано, какой языковой код прописан. Все это можно видеть просто на первом экране. На втором экране можно проверить грамматику вашего сервиса, структуру заголовков на вашем сайте. Да, видим, здесь всего лишь один H1. То есть можно увидеть плотность ключевых слов, какая здесь есть на контенте. То есть почему она такая странная? Да потому что толком нет контента. А тут контент, который тут есть, как мы видим, разбит как-то очень странно. Можно вообще плохо распознается системой, что очень интересно. Ну, как мы видим, вот этот странный контент, он находится здесь. И что мы еще обращаем внимание, здесь можно посмотреть, какое количество слов, где легкие предложения, тяжелые предложения, трудночитаемые предложения и какие есть ошибки. Ошибок, как видим, орфографических нет. Грамматику она сейчас пока проверяет и потом даст информацию по грамматике. Вот. И того, что мы имеем. Можно посмотреть, проанализировать ссылки, если битые ссылки на ресурсе. Все это можно сделать в одном расширении. И также померить PageSpeed. PageSpeed можно померить просто нашим расширением. Не нужно никуда ходить. Здесь можно сразу увидеть серьезные проблемы со страничкой прямо на ресурсе. То есть можно увидеть, ага, на мобайле 58, и, соответственно, если нажму на PageSpeed Insight Checker, я увижу полную версию аудита этой страницы. Сейчас она подгрузится, и мы ее увидим. Едем дальше. Можно посмотреть как раз раскладку по картинкам, где есть прописаны альты, правильно ли они прописаны. Здесь все это можно увидеть, полистать. То есть, напоминаю, для этого первого аудита вам не нужно никаких денег. Что мы видим? Микроразметка OpenGraph полностью отсутствует. И это тоже нам видно. И, конечно же, можно посмотреть общие показатели по домену, если они открыты. Если они закрыты, то, конечно, эти данные увидеть нельзя. Но мы возвращаемся к нашему сайту. Видим, что он нормально не просканировался. Мы для этого воспользуемся нашим веб-сайт-аудитом и посканируем его через него.
Да, это наш тул. Бесплатно он может сканировать несколько страниц. До 3 страниц можно просканировать на ресурсе. И как раз вот мы этот момент можем проверить. Когда сайт просканируется, вы получите информацию, что он просканировал все страницы на ресурсе, но пока наша главная страничка у нас есть, мы ее как раз посмотрим. И здесь как раз откроем наш отчет по PageSpeed более детально. И что мы, конечно же, увидим? Мы увидим полную картину по анализу странички. И вот вы видите всю информацию относительно как раз мобайла и десктопа. Все у вас доступно по вот такой ссылочке. То есть эту ссылочку можно просто отправить кому угодно, и этот человек ее откроет и сможет спокойно поделиться. Более того, при желании вы можете, конечно же, скачать JSON-файл, который открыть в специальном сервисе для просмотра этих JSON-файлов, да, в Lighthouse Report Viewer, вот можно его потом сюда отправить. И точно так же можно поделиться просто файликом, если не хотите поделиться ссылкой. То есть провести аудит скорости сайта и ошибки скорости сайта можно просто нашим инструментом и увидеть всю эту информацию, сразу все проблемы, которые нужно просто передать разработчику на починку. То есть с скоростью сайта мы разобрались. Как видите, PageSpeed померить несложно. Почему я не рассказываю про использование сервиса, который называется PageSpeed Insights? Да, вот этот самый PageSpeed. Если вы вбиваете скорость загрузки страниц, этот сервис, вставляете сюда ссылочку, он на самом деле вам покажет не реальную скорость загрузки, он не будет ее анализировать, а он возьмет данные, которые он насобирал с пользователей в браузере Chrome, то есть исторические данные. И поэтому эти данные будут отличаться. Он покажет часть ошибок, но этот отчет будет отличаться от реального отчета, который виден у нас вот здесь. То есть как раз вот этом в отчете скорости здесь будет более реальная картина, потому что это проведенный тест вашей страницы вживую и замерены реальная скорость. Показатели здесь могут быть схожи, но ошибки могут отличаться. Более того, вы обратите внимание, что здесь он нам может показать иногда не совсем полную версию. Здесь может отличаться, иногда он вам не покажет то, что нужно. Мы сделали так, что он это делает просто все сразу мобайл и десктоп вам в удобном виде, в виде ссылки. Хватит рекламы. Но на самом деле сервис хороший, пользоваться ради анализа PageSpeed стоит. И взять, допустим, 4 типовые страницы, добавить в этот сервис, просканировать их и посмотреть реальную скорость. То есть можно вот как бы вот взять галочку Speed и посмотреть сразу, ну, где проблемы со скоростью, в каких типовых страницах. То есть можно сразу проверить, где какая страница, какую скорость и по каким показателям имеет. Теперь давайте перейдем, если вам нужно сделать полноценный on-page аудит страницы. У вас нет ничего, кроме этого видео, этого сайта, который вы сейчас видите на экране, и своего сайта, и, конечно же, GPT. GPT нам пригодится. В первую очередь мы копируем нашу страничку и скачиваем код этой странички и сохраняем его. Он сохранится в виде вот такого файлика. После того, как вы это сделали, далее добавьте какой-то промпт, в котором есть чек-лист, который нужно проверить, например, да, вот я вот собрал какой-то GPT чек-лист с просьбой его как раз проверить. То есть мне нужно проверить конкретную страницу, и я загружаю эту страницу, конечно же, в код. И мы попросим как раз его по всему пункту пробежаться. И он нам скажет как раз по этому простейшему чек-листу, причем чек-лист мне сгенерировал сам GPT, и он как раз нам проанализирует и даст ответ. Как мы видим, он подумал несколько минут и выдал анализ. И, конечно же, что он проверил? Он проверил title, description, обнаружил проблему с canonical, то есть обнаружил проблему с robots, то есть нужно задать индекс follow, как мы видим, он сам предлагает, что нужно сделать. По мультиязычности он, видите, нам все четко сказал, то есть расписал, что конкретно нужно сделать. По микроразметке он увидел веб-сайт и search action. Open Graph нет, вот то, что вот мы как раз увидели при помощи Chrome Extension, и он нам их дал, сочинил этот Open Graph. То есть затем контент и структура страницы он увидел H1, много внутренних ссылок, окей. Альтексты заданы верно, но и некоторых иконок типа окей, альты отсутствуют, это нужно прописать, и дал задачку, что нужно сделать. Технические параметры, вот он увидел, да, то есть какая ошибка есть с изображением. Тег-менеджер есть. Потенциальные риски по коду нашел. То есть попросил разработчику, что конкретно исправить. По поводу внутренних ссылок, окей. По навигации, видите, дал рекомендации. И заметьте,
не было потрачено ни копейки денег SEO-специалиста и времени SEO-специалиста для того, чтобы просто проверить одну страничку. И вот он выдал как раз то, что нужно в ближайшее исправить, ну, то, что есть на сайте. То есть вот что мы видим, готовый текст. Можно дальше попросить его сделать конкретно ТЗ на основе готового анализа. И все. И вы можете проверить любую страницу. И, например, мы можем сделать другой лайфхак. Это промпт номер 2. Как, например, написать микроразметку для конкретной страницы. Представим себе, что вам нужно написать микроразметку, как у какого-то конкурента. Вот вам сказали, что у него она сделана хорошо. Ярким примером, например, это розетка, у которого микроразметка сделана, ну, реально классно. Мы можем зайти и посмотреть. У него есть две микроразметки, Breadcrumb и Product. И мы смотрим, вот она реализована, продукт как раз вот та самая, чтобы давать рейтинги, и такая, чтобы выдавать цены. Как это выглядит? Мы можем просто взять вот эту страничку, через сайт двоеточие, посмотреть сниппет. И мы видим, что в сниппете есть и вот эти рейтинги, и звездочки, а вот на нашем тросике сцепления, я уверен, что всего этого чуда, конечно же, нет. То есть мы смотрим, тросик сцепления выглядит очень уныло и одиноко. Поэтому наша задачка сделать так, чтобы вот эти штучки были здесь. Но как это сделать? Ну, просто нужно сделать пример технического задания для программиста. Вы можете сказать, ну, сделай как у розетки. Программист скажет, ну и как это сделать? Поэтому вот мы возьмем за основу GPT и дадим ему код страницы сначала своей автопарт, AutoParts, да, и розетки. И попросим его промпт. Вот, попросим пример, как реализована здесь страница конкурента розетки. И точно так же попросим его проанализировать и дать ответ. И да, он сделал, ну, не на 5 баллов, но сделал то, что от него потребовали. Единственный момент, нужно, конечно же, всегда проверять. Обратите внимание, что он сделал. Он не смог проверить же ссылки внутри вашей страницы. Если бы он знал структуру всех ваших ссылок, он бы ответил правильно. Но вот где он, конечно же, сделал ошибку, да, он сочинил ссылку кузов. Понятно, это мы убираем, это делаем позиция 2, и у нас будет просто тросик сцепления. То есть вот она, есть наша микроразметка хлебной крошечки, вот она тросик сцепления. Но самое ценное, что он сделал, это нам тот самый продукт, который, если мы будем использовать в тесте микроразметки, он себе будет давать нормально расширенный сниппет с ценой. Что для этого мы и требовали, чтобы он его понимал. Проверить его, конечно же, можно же на валидаторе микроразметки. И да, он будет работать. Можете сами проверить. Он выдаст то самое, то, что скажет, он сделан точно так же, как у розетки. Поэтому самый простой способ – это вот использовать конкретный пример, типа «сделай мне так же», и он вам сделает так же. То есть если вы не знаете, где искать этот код микроразметки, обратите внимание, в промпте я ничего не писал. Я просто знал, где он находится, и знал, как он должен выглядеть. Для того, чтобы не попасть в просак, я рекомендую использовать вот это расширение в Chrome. Оно хорошо тем, что в нем можно посмотреть, что у вас есть и чего у вас нет. И я вижу, что хлебная крошка у вас есть, но она криво сделана в формате микродата. То есть вот на этом сайте, эти преимущества расширения, это видно. А нужно использовать JSON LD, более современную микроразметку для Гугла. И на третьем пункте мы попробуем сочинить контент для вашей страницы, если его нет. Например, у этих амортизаторов контента нет. А если мы хотим, чтобы ранжировалось, конечно же, хотелось бы, чтобы контент там был. Если вы сканировали сайт при помощи нашей утилиты, конечно же, он может показать действительно огромное количество страниц, которые у вас есть, но вам нужно найти нужную. Поэтому можем воспользоваться просто фильтром, да, и URL, которые содержат конкретную страницу, конечно же, найти те, которые нам нужны. Вот наши как раз амортизаторы, вот они есть вот у нас на сайте. Вот как раз наш амортизатор, который мы хотели бы посмотреть. При нажатии на кнопочку контента оно подгрузит весь контент, который есть на странице, в простенький редактор. В чем прелесть этого редактора? Этот редактор сохраняет все в режиме онлайн. То есть вам не нужно создавать документ, куда-то копировать, куда-то вставлять, как-то сложно делать. Он просто вытянет контент с этой страницы прямо сюда, в том виде, как он есть. Понятно, что весь этот хлам нам не нужен, который тут есть, типа вот этих товаров, да, то, как мы видим, того контента практически как такового нет. Просто есть перелинковка и все. То есть вот мы что имеем. Поэтому мы сейчас аккуратненько наведем порядок с этой страничкой, удалив все ненужное. По поводу того, как пользоваться контент-эдитором, я уже рассказывал. Здесь можно поделиться, дать нужным людям доступ на e-mail, все, что вам нравится. Дать доступ по ссылке, либо дать доступ на конкретные e-mail, пожалуйста, все это
как вам нравится. Конечно же, когда вы хотите написать контент для коммерческой страницы, неплохо бы зацепиться за что-то, что нравится Гуглу уже изначально в первом блоке. Но если вы будете прокладывать сайты, которые будут находиться в топе, скорее всего, будут встречаться сайты, у которых как такового контента иногда даже попросту нет. Ну, то есть их просто может быть не быть. Более того, там реклама будет занимать выдачу, да, соответственно, ну, это даже doc.ua, если мы будем смотреть, есть вероятность, что контента у него практически может не быть. Да, это нормально, потому что сайты... Хотя нет, как видите, даже у этого и есть контент. То есть мы можем брать за основу вот этот контент и использовать его для написания материала. Поэтому мы его сохраним. Давайте себе вот выдачу как раз для нашего сайта. Вот у нас вот есть как раз вот задачка создать контент для этой странички амортизаторы. Поэтому что мы делаем? Мы снова идем в нашу утилиту, которая скачивает коды сайта, и скачиваем, конечно же, код страницы конкурента, потому что у нас особо нечего качать. Вот. И давайте мы зайдем как раз в наш инструмент и скачаем этот код. Необычные манипуляции, но пригодятся. Вот мы взяли. Вот для doc.ua скачали. Теперь мы пойдем и скачаем, что мы видим в выдаче. Смотрите, если вбиваю амортизаторы для авто, я вижу, помимо рекламы, вот такой текст. Хороший же текст, правда? Отличный текст. Поэтому мы берем его и скачиваем. Как я это делаю? Есть соответствующее расширение в Chrome. Ссылочка, конечно же, будет в этом видео. Скачиваем его. Но я хочу же не только за этот зацепиться блок. Я хочу зацепиться на вопросы, которые люди задают. И давайте мы-ка их скачаем побольше. И это тоже расширение для Chrome, которое тоже будет ссылочка в описании. И я буду рад, если вы поставите лайк этому видео, потому что эти лайфхаки, я думаю, вы не знали. Вот, которые я сейчас дальше расскажу. И смотрите, он сейчас пока работает, он нам скачает все вопросы, которые есть в выдаче по этому запросу. И, возможно, это то, что нам нужно. И мы как раз сейчас напишем простенький промпт, который возьмет контент нашего сайта, контента конкурента, вот эту всю информацию, и напишет нам текст. Вот у нас есть скачанный конкурент. Вот мы как раз скачаем амортизаторы еще себя, конечно же, и напишем этот промпт. Но я немножечко схитрил, потому что во время записи этого видео немножко прошло чуть больше времени, и я написал промпт в виде библиотеки. Такие библиотеки мы создаем себе для агентства всегда. То есть такие у каждого аккаунте есть свои библиотеки для своих задач. У каждого SEOшника и контент-мейкера. Мы этим пользуемся, это очень удобно. В чем суть? Вы создаете свои уже заранее заготовленные промпты под одну конкретную задачу. И это работает просто как часы, потому что когда вы пишете промпт, чуть-чуть стоит поменять слова местами, и обычно вот проблема с GPT, я писал об этом в телеграм-канале, заключается в том, что он всегда дает разные результаты. То есть вы вроде бы спрашиваете одно и то же, а спрашивает, отвечает он по-разному. То есть вы можете один и тот же запрос задать, но почему-то он сработает, как говорится, нестандартно, не одинаково. И в этом сложность, особенно когда вы работаете как SEO-агентство или просто работаете, то есть проектами, это не работает нормально, потому что у вас постоянно получаются разные форматы ответа. Иногда он не с первого раза выдает ответ. Поэтому программирование GPT – это реально новый скилл, которым нужно осваивать и уметь создавать промпты, которые работают автоматически, всегда выдавая одинаковый форматированный результат. И здесь я поэтому исхитрил, что не показал сам промпт, потому что он уже у меня напрограммирован. Он достаточно огромный, там, ну, это несколько недель работы для того, чтобы отточить этот промпт, чтобы он выдавал всегда одно и то же, одинаковый результат. Поэтому мы такие библиотеки себе создаем. Если вас интересует подобная адаптация своего бизнес-контента, вы знаете, куда писать. Заходим на SEO Quick, там есть чатик, там есть множество форм связи, и вы можете написать мне. И, конечно же, я с вами проконсультируюсь, проведу даже консультацию по этому вопросу, чтобы вы себе настроили такие самые библиотеки, и они будут работать у вас. Итого, что мы имеем? Вот, пожалуйста, он нам создал title, description, h1. Мы открываем наш редактор, вот, смотрим title, description и h1. И просто берем и копируем, что он нам предложил, сразу в этот редактор. Почему бы и нет? Просто забираем title,
Забираем description. И, конечно же, забираем H1 амортизаторы для автомобилей. Все. Вот и мы его как раз забираем сюда. Ну и, конечно же, текст, который мы будем добавлять, вот мы его собираем отсюда. Вот он у нас есть. И вот он у нас есть. Задача простая. Поделиться этой ссылочкой с контент-мейкером, чтобы он ее залил. Все. Мы создали этот контент в нашем редакторе. Он автоматически сохранен и никуда не пропадет. То есть он будет находиться в этом проекте. То есть человек, который закроет этот проект, вот, допустим, вот просто он обновил ссылочку, он зайдет обратно в этот аудит. Вот как раз наша страничка. Обратите внимание, что тут стоит пометочка Content Updated. При открытии этой странички вам не подгрузится заново тот контент, а будет тот самый контент. И обратите внимание, вот наши метаданные, они здесь уже видны, что они обновлены. И, соответственно, сейчас он прогрузит этот контент, и вы увидите, что будет загружен наш контент, который мы сейчас создавали. Вот. Пожалуйста. И вы можете его легко скопировать, вставить. Обратите внимание, грамматика идеальная, SEO-шные показатели идеально. Вот вам структура. Единственный момент, что, как мы видите, рекомендации разделов, вот этот вот мусор надо убирать. Потому что GPT делает для меня отдельную такую пометочку. Вот и все. То есть вот мы почистили. Вот, пожалуйста, плотность ключевых слов. Все нужные амортизаторы автомобилей. Пожалуйста, вот все как раз слова у нас здесь размечены как надо. И для этого вам не приходилось платить никаких денег. Вы можете полноценно работать с этим инструментом. Итого, если мы посмотрим, тут у нас как раз вот можно проверить ошибок. Ошибок, понятно, нет. Все предложения легкие для чтения. Среднее предложение, вот единственный момент вот такое. То есть тяжелых предложений попросту нет. Так что, пожалуйста. И здесь для удобства можно посмотреть, вот он подсказывает всевозможных конкурентов, кто какие страницы имеет по запросу. То есть, допустим, если мы возьмем запрос амортизаторы, пробьем здесь вот так в поиске, он так проанализирует нам сейчас всех конкурентов, которых он найдет в Google топе. Здесь встроенный поисковик, немножко не так работает, как привычный Google в Украине. Но он показывает структуру заголовков, какая есть у кого. То есть как у них устроена структура заголовков. Это нужно для справки. Мой метод позволяет сделать идеально просто для всех. Если вас интересует вот этот волшебный промпт, при помощи которого я сделал всю работу, напишите мне, и я вам расскажу. А также не забудьте написать комментарий, понравилась ли вам подобная работа. При помощи веб-сайта аудита можно таким образом закинуть нужные странички, организовать порядок работы, переписать весь контент, передать в работу, просто дав ссылку на этот проект. И человек, который просто будет открывать контент, забирать, заливать, забирать, заливать, и никаких проблем нет. То есть процесс генережки, написания контента, процесс заливки автоматизирован на 200%. И, как вы видели, мы научились сегодня делать on-page анализ, проверять ошибки, писать микроразметку, писать контент, адаптировать работу. И все это не требует никаких SEO-шных знаний. Заметьте, мы не ходили никуда, ничего не делали. По поводу линкбилдинга здесь чуть сложнее. Здесь так не прокатит. Вы не выкрутитесь без определенных штук. Но в целом, как вы видите, подход к контенту можно максимально автоматизировать попросту сегодня. Поэтому, если вам понравилось видео, не забудьте нажать на подписаться и колокольчик следить за новыми уведомлениями. Всем спасибо и пока-пока.